Это снова я. Если вы меня сейчас видите, значит вы на моем канале. Здесь рассказываю все о жизни в Аргентине, как мы адаптируемся, как привыкаем третий год к 33-градусной жаре, как вот сегодня. А сегодня новая рубрика «Как прожить в Буэнос-Айресе вчетвером на $600». Конечно, да, на $600 не прожить, но я имею в виду, как питаться на $600. Мы живем в Буэнос-Айресе вот третий год, и сейчас наши траты где-то от $1500 до $2000 в месяц на четверых. Ну, я этим не горжусь, просто такова финансовая ситуация. Я зарабатываю все еще меньше, чем трачу, несмотря на это все, на всю эту жесткую экономию. И я хочу просто показать один из моментов, что мы много сами готовим, и это оказывается не так сложно и довольно вкусно. Сейчас покажу, как мы делаем йогурт. Сейчас быстро йогурт приготовлю, покажу, как это делается, а в конце расскажу, как у нас дела. Нам понадобится пару литров молока. У меня молоко немножко с запасом. Кастрюля. 2 пустые банки. В данном случае это 1,5-литровые банки. Поэтому я делаю немножко с запасом, потому что получается не 2 литра йогурта, а 2 с небольшим. И йогурт для того, чтобы использовать для закваски, для бактерий. В принципе, подойдет любой живой йогурт без сахара. Мы пробовали на разных, и этот довольно неплохой. Такая маленькая баночка, 190 грамм, вполне подойдет для 2 литров. Очень классная кастрюля фирмы Тескома. Привез ее из дома, из России. Я вылил молоко в кастрюлю, поставил на огонь. Молоко нагревается. Нужно его нагреть примерно до 40 градусов. Больше не нужно. Я поставил секундомер. Советую это тоже делать. Сейчас я узнаю, за сколько времени до 40 градусов нагреется на моей плите вот такое количество молока. И в следующий раз я просто буду ставить таймер. Это удобно, что не нужно постоянно следить и пробовать, нагрелось, не нагрелось. Пакеты из-под молока, я их промыл под краном и сейчас брошу в отдельный пакет. У нас рядом с домом есть отдельный контейнер для перерабатываемого мусора. Я просто надеюсь, что вы все стремитесь к сортировке мусора и не бросаете чинарики где попало. Молоко на готовность я пробую на вкус. Оно должно быть теплое. То есть у меня нет термометра до 40 градусов. Оно должно быть такое тепленькое. Молоко сладкое. Вот я уже давно не пью российское пастеризованное молоко, но я все равно чувствую по вкусу, что в молоке есть довольно большое количество сахара. Это, конечно, ужасно. Зачем, спрашивается, в молоко добавлять сахар? Чтобы вкуснее, что ли, было? Все, вот уже достаточно. 4 минуты. Так, аккуратно разливаем молоко по банкам. Горячая кастрюля. Если вы немного перенагрели молоко, ничего страшного, можно подождать, чтобы оно остыло. Лучше немножко перегреть, потому что пока ты наливаешь, оно тоже остывает. Банка может быть холодная. То есть примерно наливаем равное количество. Еще раз проверить, руке не должно быть сильно горячо. То есть рука должна терпеть. По поводу жирности молока. У меня молоко 3%, можно брать меньше жирность, но обычно молоко стоит одинаково, что 3, что 2%, а 1% это уже мало. Так, ну вот у нас все готово для того, чтобы
Ну, где-то эту банку примерно пополам распределяем. Половину туда, половину сюда. Тщательно перемешиваем. Закрываем. Готово. Значит, теперь нам надо, чтобы йогурт содержимое было в примерно постоянной температуре. У меня здесь такая коробка с термическими прокладками. Я, значит, использую такой вот пледик, ставлю, закутываю и сверху еще закутываю. Нам нужно при 40 градусах выдержать этот йогурт примерно 6-8 часов. Для чего нужно его закутывать? Закутывание делает равномерное распределение температуры. То есть, если ты поставил его в разогретую духовку, оно не перегреется. И пока, значит, температура духовки внутрь проникнет, к тому времени это начнет уже внутри остывать. Но у меня есть же еще бесплатный источник энергии в виде солнца. Я делаю йогурт днем и выставляю в солнечную погоду, выставляю его на террасу. Под прямыми лучами солнца йогурт тоже не перегревается за счет того, что он закутан. И примерно так 40 градусов весь день и стоит. Получается, что из литра молока я получаю литр йогурта. Мы его едим, добавляем туда семена чиа. Только семена чиа нужно добавлять заранее, чтобы они разбухли в йогурте, а не в желудке. Также добавляю туда апельсин, банан и гранолу еще. А гранолу мы делаем сами. Это я расскажу в следующий раз, как мы делаем гранолу, тоже интересно. Еще из этого йогурта можно сделать творог. Это будет не такой творог, не зернистый, не сухой, который получается от прокисания молока, а он получается такой более нежный, более такой, как напоминающий такую сырковую массу. Его можно есть без сахара, он такой прям вообще классный получается, мне очень нравится. Примерно с литра молока получается 250 грамм творога, ну плюс-минус. Еще остается сыворотка, сыворотку можно использовать на блины, на хлеб. В общем, мы тоже сыворотку не вливаем, но мы творог редко сейчас стали делать, потому что когда мы начали делать такой йогурт, мы начали гораздо больше есть кисломолочки, и как-то вот такая потребность в твороге, она отпала. То есть я просто съедаю этого йогурта большую-большую тарелку утром на завтрак. Мне очень нравится. Я в одном из прошлых видео объяснял, что мне нужно новое рабочее место, нужно переехать. Вот я переехал, долго настраивал интернет. Вчера все работает. Здесь просто более прохладно, более темно. Хотя здесь приходится вот так шторку опускать, а там яркий свет, там парк. Хотя вечером я его поднимаю, уже такой приятный вид. В общем, классно. Буду здесь теперь работать. Никто мне здесь не мешает. Хотя здесь рядом кухня. Вот там готовят. Но приходится все равно искать, находить места удобные. Конечно, это непросто. Вот еще я показывал, как мы с Пашей ездим на велосипедах в лагерь. С тех пор он меня уже, Паша сам добирался самостоятельно в лагерь. И на велосипеде, и на автобусе. Это для него тоже большое достижение. Сегодня он вот опять поехал на автобусе. Он ездит на автобусе в тот день, когда у него бассейн, потому что он не берет телефон, а я боюсь его отпускать на велосипеде без телефона, что он окажется без связи в ситуации, когда он, что-то может произойти с велосипедом. В комментариях написали, что была трагедия 20 лет назад, сбили мальчика. Безусловно, жалко и этого мальчика, и этих родителей.
Но тут получается, что задача родителей сделать свою жизнь, жизнь своей семьи безопасной, в безопасном месте, с одной стороны. С другой стороны, научить жить в этом мире, который полон опасностей. И я езжу каждый день на велосипеде, думаю, что я тоже могу попасть под машину, но я стараюсь делать все очень аккуратно, и этому я учу своего ребенка. Если он просидит дома, он никогда этому не научится. Конечно, есть риск, что он попадет под машину. Этот риск существует. Если обезопасить себя от всех рисков, то будешь сидеть дома. Да, это, конечно, так. Еще вчера мы сидели всей нашей семьей на террасе и вспоминали мою покойную жену. Вчера было ровно 4 года. Если кто не знает, моя жена Аня умерла в 22 году. Ее унес ковид. И у нас было 25 лет совместной жизни и 3 детей. С одной стороны, близких людей можно и нужно вспоминать каждый день. С другой стороны, ну, если есть такой день, день памяти, ну, хорошо собраться и обсудить, и что-то вспомнить. Ну, мы вчера вспоминали такие теплые моменты. Очень классно, что Карина это все поддерживает. Моя жена, с которой мы поженились здесь, в Буэнос-Айресе, она именно Карина задавала детям такие вопросы, ребятам, что вы, как вы помните маму, какие самые яркие моменты. Она спрашивала и у ребят, и у меня, и вот мы вспоминали. Да, в 22 году и не стало Ани, и началась война, и год был таким непростым, но как-то именно этот факт позволил мне переосмыслить всю жизнь и увидеть, насколько человек может легко умереть, просто вот в 47 лет раз и не стало человека, и что меня может не стать в любую минуту, и как важно успеть прожить эту жизнь для себя, а не для других. Вот сделать то, что ты хочешь сделать. Это я в 22 году очень четко почувствовал и вот решил эмигрировать, в том числе и изменить свою жизнь. Поэтому в меру, но рискуйте, пробуйте и живите свою жизнь сами, и никто ее за вас не проживет. Это так, да. Небольшое уточнение. После того, как йогурт постоял в тепле, он будет жидким, недостаточно густым. Нужно, чтобы он остыл, охладился, и тогда он становится густым. Он в холодильнике еще дозревает. Вот так вот он выглядит. Еще одно уточнение. Если использовать этот же самый йогурт много-много раз, появятся такие тянущиеся сопли. Поэтому периодически лучше обновлять и использовать снова свежий йогурт из магазина. Я не технолог, я не могу сказать. Это какой-то распад продуктов бактерий происходит, вот эта вот сопливость появляется. Спасибо, что посмотрели.